Друзья, всем привет! Меня на последние несколько дней постоянно пишут, даже на самом деле не дней, а неделю, где-то полторы, после того, как я сделал обзор на вот эту аппаратуру. У меня друг сразу ее купил, поэтому у меня есть теперь вторая аппаратура, а он летает на FlySky. Многие не могут запилить FlySky к аппаратуре, но, друзья, на самом деле это мультипротокольный модуль, который уже на самом деле достаточно давно на рынке. Просто Jumper сделали его круче. А обычно мультимодуль на каком-то урезанном процессоре, поэтому в нем можно использовать не все протоколы одновременно, и надо перешивать, насколько я понимаю, постоянно и компилировать прошивку заново. Здесь же все протоколы, которые могут быть поддержаны, все 4 микрочипа, которые здесь стоят, они все могут поддерживать сразу и напрямую работать без того, чтобы перепрошивать. Забиндить на самом деле труда никакого не составляет. Сейчас вот мы подключили FlySky-овский ресивер, это X6B, по-моему, он называется, этот приемник. Но это один из самых популярных таких приемников. Что нам нужно сделать? Это очень просто. Если у вас не OpenTX прошивка, вы просто купили модуль, передатчик, то тогда вам нужно будет вручную переставлять протокол вот с помощью этой вот крутилки и зажимать кнопку бинда. Но если у вас, например, аппаратура на OpenTX, как вот здесь, вам ничего больше не придется делать, все выставляется через меню. Мы заходим в меню модели, листаем на следующую страницу, идем в самый низ, и здесь, где мультипротокол, давайте покажу поближе, выставляем не FlySky. То, что здесь написано FlySky, это, конечно, FlySky, но это первое поколение, без буковки 2А в конце. Не телеметрийный, по-моему, подключается также через FlySky, но их таких уже практически не встретишь, поэтому просто крутим дальше до протокола, который FlySky-овский телеметрийный называется. Он где-то здесь был, вот ближе к концу, вот он. Здесь можно выбрать, что будет выдавать, я насколько понимаю, приемник, либо PPM-IBUS, либо PWM-IBUS, но я не уверен вообще. Ну вот эта FlySky-овская тема не очень мне близка, но я ничего не трогал. Нажимаем бинд, все. Как слышно, аппаратура находится в режиме биндом, и после этого мы спокойненько нажимаем здесь кнопочку и вставляем аккумулятор. Все. Как слышно, здесь что-то пропищало, она перестала моргать, то есть все дело забиндилось. Кроме того, если вы зайдете в модель и перейдете на экран телеметрии, то телеметрия работает практически на всех протоколах через внутренние каналы, то есть вам дополнительно ничего не нужно настраивать или подключать. Выбирайте Discover Sensors. Ой. Оп. И здесь все сенсоры появились абсолютно так же стандартно, как и, например, на FRSky-овских приемниках. Здесь у нас есть и RSSI, и питание приемника, и другие различные параметры, которые передает приемник к аппаратуре. Также подключаются и другие протоколы. Друзья, если вы хотите, чтобы это у вас работало, нужно включать мозг и активировать руки, чтобы все действительно заработало. Не надо писать в комментариях, что я всех обманул, что ничего не работает. А давайте, кстати, проверим, как оно работает. Я так полагаю, все свечи остались уже на месте, потому что внутри стоит точно такой же приемник. Вот и все, друзья. Точно так же мы забиндили вот этот вот Tiny Whoopчик, как он сейчас с приемником FlySky стоит. Улетел. В общем, друзья, все работает, все четко работает, на самом деле. Если мы сейчас еще попробовали вот эту вот здоровую хрень попробовать подключить. Это какая-то игрушечная штучка, квадрокоптер маленький. Но там мы посмотрели на микросхему. Микросхема, которая там стоит, она не поддерживает этим мультипротоколом. Там какая-то вообще своя странная микросхемка. Те микросхемы, которые поддерживаются, вы можете посмотреть вот здесь, вот они подписаны. 4 штучки. Основные микросхемы, которые используются во всех большинстве устройств китайского производства с управлением на 2,4 ГГц. О, Котя. Блин, крутяк. Да, ну так что, я к чему это? Друзья, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, смотрите другие видео, заглядывайте в описание. И, наверное, не так просто забинить вот эту штуку на FlySky, потому что у людей все-таки это вызывает какие-то вопросы. Но на самом деле не настолько уж и сложно. На этом все. Пока.